Окрасил модель в серый цвет. Все детали, которые были латунными. Так. И изготовил механизм подъема отвала. Качалочка и швеллер приклеенный. Сейчас посмотрим, как это все работает. Сейчас без регулятора, напрямую от батарейки. Припробовано было много качалок разной длины, разных углов, и швеллер тоже был не один. Швеллера делал из трубочек, так как у меня нету латунных. Теперь в покраску вот эти детали. Ну и занялся подключением электроники. Запрограммировал дельтанк. У меня дельтанк был с двумя регуляторами скорости. Перепрограммировал его. Точнее, настроил на 3 регулятора скорости. Один регулятор скорости подключил к одной гусенице, второй к другой. И третий на подъем отвала. Батареечку. Пока все на длинных проводочках. Пока с проводочками. На родных гусеницах ездить достаточно удовлетворительно. Также организовал освещение на капоте. Сначала высверлил, потом вклеил светодиоды с припаянными проводочками. Светодиоды сюда влезли 0,4-0,2. Вот это отверстие я сделал, чтобы провода вытащить и здесь резистор подпаять. Сам резистор прячется вон там, он SMD-шный резистор, чтобы не загружать. 2 проводочка. Тоже сейчас проверим. Все работает отлично. Пришел аккумулятор, он сюда влазит, немножко торчит плата его защитная. Вот. Аккумулятор сюда спокойно влазит. Это у нас 401125. Значит, вставлять я его буду без платы защиты, так как у дельтанга есть своя защита от разряда. И заряжаю я умной зарядкой, поэтому эта плата мне не нужна и будет покороче, торчать не будет. Так что сейчас эту плату я отпаяю и подпаяю провода прям напрямую к аккумулятору. Если вы не знаете, что делаете, то плату защиты отпаивать нельзя. Установил аккумулятор уже без защитной платы. Влез он достаточно хорошо, почти ничего не мешает. Ну и в общем все заработало. Дельтанк установлен подкапотное пространство в капоте. Там он достаточно хорошо встал. Пучочек проводочков. И эти проводочки выходят, это пойдут на кабину, на подсветку кабины. Все встало отлично.
На кабину установил освещение. С каждой стороны передний свет по 2 светодиода 0603, мигалка, и сзади заднее освещение 2 светодиода тоже 0603. Сейчас подключим передний свет. Мигалка. В мигалке стоит 3 светодиода 0402. Задний свет горит тускло, потому что у меня для предохранения на проводах от аккумулятора стоит дополнительный резистор, чтобы случайно не подключить без резистора. Например, вот эти вот передний свет у меня сейчас стоит без резистора, а задний с резистором уже. Вот. И чтобы передний свет не сгорел, я с проводами проверяю со встроенным резистором. Кабину тоже не обделил и установил светодиоды. Синенький, зелененький и красненький, точнее оранжевый. Они будут параллельно запитываться от освещения. Оранжевенький у меня будет включаться при мигалке включении, синенький передний свет, зеленый задний свет. То есть при включении какого-то освещения также в кабине будет загораться на торпеде освещение, индикатор. Вот и подошел завершающий этап. Усадил водителя, вывел провода, соединил их, какие нужно было соединить вместе. И осталось теперь подрезать вот эти провода, выходящие из самого бульдозера, и подпаяться к этим, и одеть кабину на сам бульдозер. И можно считать готово. Ну вот, в общем, и закончил. Создал иконку такого же бульдозера. Мигалка. Задний свет. Также включается и в кабине индикатор. Свет на капоте передний и свет рабочий. Все получилось, все отлично.